Сейчас, момент. Нет, вот на эту, да, на эту, да. Щелчок был? Хорошо. Был, щелчок был. Лично? Лично? 50 книг? Ну да, он уже написал 50. Заводить Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare Radhe 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 Jai Jai Shri Radhe 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 Это место Радхарани, в котором она проводила свои игры как кишори. Это место самое лучшее для начала парикрамы. Здесь Чайтанья Махапрабху приходил в это место. Гили Пукур назывался. Гили значит желтый. Jai Shri Krishna Bhagavan ki Да. Gili Pukor Raj ki Да. When you glorify Radharani's place, then Krishna comes. Когда вы прославляете место Шримати Радхарани, приходит Кришна. Very, very significant that we're here because this is Очень важно, что мы пришли в это место. Мы должны понять сокровенную природу игр Кришны. Мы должны приблизиться к играм Радхи Кришны по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху часто проявлял игры Радхи Кришны в Гаура Лиле, в Навадвипе, в особенности в Пури. И до тех пор, пока Кришна, еще до того, как Господь Чайтанья проявил эти игры, Кришна проявил свою форму Господа Чайтаньи. И он проявил эту форму Гауранги еще 5000 лет назад. По милости Гауранги мы можем приблизиться к играм Радхи Кришны. На холме находится, холм называется Брамагири. Это гора Господа Брахма. Господь Брахма хотел выполнять служение в играх Кришны, и он распространил себя в этот холм. Это 4 холма Варшаны. В том направлении находится Нандаграм, другой холм.
дворец Нанды Махараджа. Каждый день Кришна проходил мимо Варшаны с коровами рядом. Кришна никогда не ходил пасти коров на север, потому что иначе бы он не увидел туда Шримати Радхарани Гопи. Он всегда гнал корову в эту сторону, в южном направлении к холму Гавардхану. Каждый день, чтобы пасти корову, он проходил мимо Варшаны. И вот здесь они останавливались, тут была кристально чистая вода. Все коровы пили здесь воду. И они шли к Гавардхану, в другие места игр. Радхарани получила замечательное благословение от Дурвасы Муни, что любая пища, которую она приготовит, будет по вкусу напоминать нектар. И человек, который примет эту пищу, будет долго жить и будет свободен от любых болезней. Услышав это, мать Яшода всегда хотела, чтобы Радхарани приходила и в Нандаграм и готовила завтрак Кришне. I think the prasad is prasadam on any of the buses. Oh, we have. Okay, the gold buses. So from the morning time, 6 o'clock in the morning, 6 утра 8:30 in the morning, which is до 6:30, right now, до Radharani 8:30 is in Nandagram. Радхарани находится в Нандаграме She cooks Krishna's и breakfast. готовит для Кришны завтрак. We'll hear about that tomorrow. We'll go to Nandagram. But one day, she would go every day. Но And однажды Mother Yashoda, she loved мать Яшода Srimati Radharani as much as she loves Krishna. And whenever she embraces Radharani, she feels extreme exhilaration and extreme каждый раз, happiness in her heart. когда And whenever Яшода she smells обнимает Radharani, Шримати Радхарани, она чувствует she feels so happy and очень so счастливой себя, satisfied and peaceful удовлетворенной, умиротворенной. and blissful when she's with Radharani. That when she's as Radharani was coming day after day to cook for Радхарани Krishna, she каждый день started приходит thinking, для Кришны, и this girl is so мать beautiful. Яшода начала думать, She что is девушка так ornamented прекрасна, with all wonderful qualities. она украшена всеми замечательными качествами, и She would кажется, be a perfect match она будет for my замечательной son, супругой для моего сына Krishna. Кришны. That Radha, she should become the wife. She should Она actually должна marry стать женой my son. моего сына. This is a banyan tree. Баняновое дерево. Kind of fig. You can see the little red fig. Там висят какие-то плоды. In Latin it's called religious figimosus. Religiosus figimosus. So fig means fig. So the figs are there, and so the parrots go on the tree to eat the figs, and they drop them on your head. Попугай любит. Some of them are sweet. Oh yeah, worm inside. Don't eat them. Но там, говорит, червяки внутри есть, поэтому есть не нужно. So Mother Yashoda was thinking, I would like И мать Яшода думала, to propose a marriage я хочу between предложить, my son. чтобы произошла свадьба между Кришной и Радхарани. So in the Indian culture, Vedic culture, В ведической when a культуре, marriage proposal was когда made, there was a организовывается certain свадьба, system. есть определенный ритуал, So one система. day, Однажды Mother Yashoda, after мать Radharani Яшода, cooked a wonderful после того, как breakfast for Радхарани Krishna, приготовила we can just замечательный imagine завтрак that для that's Кришны, today. It's actually today it happened. и вы можете представить себе, что сегодня Радхарани тоже готовит. Это происходит каждый день. Те, кто имеют чистое сознание, они могут попасть в ту вселенную, где происходит сейчас проявленная в форме эта игра.
Krishna's leelas are eternal. Кришна Лила, она вечна. Prakriti Leela, which means it's not manifest to our vision. Но Not сейчас, here, здесь, в not данном for месте, you, для нашего времени это But не in some other проявлено. material universe, this pastime is going Но в on. одной из материальных вселенных сейчас происходит эта игра. Тот, кто имеет бхакти в своем сердце, он может отправиться на крыльях према бхакти, войти в эту вселенную, где происходят игры, и принять участие и быть свидетелем этих игр. Представьте себе, что это происходит сейчас, в данный момент. Мать Яшода, она зовет Радхарани, она говорит, ты так замечательно готовишь. Кришна очень доволен. Джамбула и Шилакша предлагают пан, и Кришна отдыхает с замечательной улыбкой. Скорее всего, насладился всеми сладостями, качори, пури. Я хочу посмотреть твою руку. И Радхарани дает руку матери Яшоде. И мать Яшода берет этот порошок, этот куркумы, такого цвета, как у этого преданного чадр, желтого цвета. На хинди называется это халди, называется порошок. Она берет халди, и намазывает руку Радхарани. Oh, Beti, do you know what this means? When a mother-in-law rubs a girl's hands with haldi, and the Radharani said, no, but she's a young girl, she didn't know. И она спрашивает Радхарани, ты знаешь, о Бети, ты знаешь, что это значит, если мать чьего-то сына намазывает девушке руку куркумой, это значит, что она хочет взять ее себе в невестки. Я хочу предложить твоему отцу, чтобы ты вышла замуж за Кришну. Что ты думаешь по этому поводу? Руки Радхарани очень желтые. Она размышляет, я маленькая девочка, я бегаю туда-сюда. Мы играем на разных местах, но если меня дадут замуж, я буду сидеть закрытой в доме, всеми этими домашними делами заниматься. Ой, совсем неинтересно выходить замуж. Каждый, кто уже женат, знает, что это значит. Радхарани понимает, что по своему опыту жизни в деревне, что те, кто замужем, они все заняты, и те, кто не замужем, они свободны. Она возвращается к своим саки, идет по этой дороге из Нандаграма. Она спрашивает их, что мне делать? Намазали мне руку вот этой куркумой. Мать увидит, что у меня намазаны руки. Саки говорят, нет проблем. Просто помой руки и все, нет проблем. И на этом предложение будет закончено, то есть не беспокойся. Они приходят, Варшана рядом, они идут к этому озеру. Саки говорят, иди сюда, помой руки. Она спустилась сюда, на берег этого озера, начала отмывать руки, чтобы смыть желтый цвет. Она мыла руки, и все озеро стало желтого цвета.
like molten gold. ярко-желтого цвета, как расплавленное золото. Radharani was looking, rubbing her hands. She was looking into the water, and she was musing among herself. She was thinking in her mind. Она начала размышлять в своем уме. На самом деле, Maybe it wouldn't be such a bad idea может быть, неплохо будет, if I married Shyam. если я выйду замуж за Шьяма, I could always be with him. And потому что я тогда смогу всегда быть вместе с ним, днем, ночью. Где бы он ни был, я смогу быть всегда вместе с ним. Не будет никакой разлуки, никаких проблем. Столько препятствий приходится преодолевать. Столько старших в деревне, чтобы встретиться с ним. Может быть, неплохо будет, если я все-таки выйду за него замуж. Буду спокойно разговаривать с ним, не нужно будет прятаться нигде. Пытаться переодеваться, там все это скрывать. Постоянно приходится подбирать одежду, что когда темная луна, когда светлая луна, там темную одежду, светлую одевать. My blue dress, color is Sham, but now I have this Nilambara. But now it's full moon, I have to wear this white outfit. То есть нужно в соответствии с фазами Луны там как-то одежду подбирать, то есть столько проблем. И все эти проблемы будут кончены, если я выйду замуж. Все чувства Радхарани, ее бава. Все это выходило через ее руки, так сказать. И вот все озеро, оно стало таким золотого цвета от ее любви к Кришне. As you know, there is no such thing as a secret place in this world. There's no such thing as a private place. In the 6th canto of Bhagavatam, it mentions how there's 13 witnesses. There's 13 И нет ни одного места, где вы бы могли скрыть свои действия. В 6-й песне Шримад Бхагаватам описывается, что есть 13 свидетелей, которые видят все ваши поступки. Кто-то может думать, что никто не видит, чем мы здесь занимаемся. Сейчас темно, мы можем делать здесь что угодно. Никто не увидит, никто не узнает. Но это полная глупость. В Бхагаватам упоминается эти 13 свидетелей. Если вы прочитаете этот список свидетелей, что нет такого места, в котором можно было что-то скрыть. Есть популярная песня. Кто-то смотрит за вами. Такая песня была. Идея этой песни, что действительно кто-то наблюдает всегда за вами. Луна, солнце, Санди, звезды, земля, вода, сверхдуша, полубоги. Вы сможете скрыться от этих свидетелей? Нет, это невозможно. Все записывается, поэтому нужно быть осторожными. У них очень хорошие записи всех поступков. И тут рядом были деревенские жители, когда она мыла свои руки, и они увидели Радхарани, Саки, и все озеро стало ярко-желтого цвета. Она смывает куркуму со своих рук, и она шла из Нандаграма. Похоже, что ей сделали предложение. И они побежали все на холм сразу же. Слушай, Киртида, мать Яшода сделала свадебное предложение твоей дочери. Вришабану услышал это. Все переполнены с радостью. Не было лучшего мужа для их дочери, кроме Кришны.
never saw Radharani so happy. Они никогда не видели Радхарани такой счастливой. In the morning, Самое лучшее настроение у нее всегда было утром в 5:30, когда она шла на Нандаграм, собиралась каждое утро готовить для Кришны. Они ее видели, только в это время она была самой счастливой. I don't know if Radharani's late like on buses. She's probably right on spot on time. But at any rate, no one can help but see and become aware of the intense happiness that's exuding and emanating from Radharani's every pore of her body just before she leaves. Можно только себе представить, какое счастье излучала Радхарани перед тем, как она шла на Нандаграм. Ей приходилось в 4 утра вставать. Она так счастлива. И они могли понять, что причина этого в том, что она идет служить Кришне. Это то, что ее делало такой счастливой. Это не потому, что она шла наслаждаться. Это не так, что кто-то вам говорит: у меня дома есть тарелка махапрасада, пойдем ко мне, вы становитесь счастливыми. Потому что вы думаете, что вы будете наслаждаться. Но если вы встаете, кто-то вам говорит: пойди в храм, сейчас нужно вымыть весь храм. Вы думаете, у вас сразу скривляется лицо. Что? Забудьте это. Для меня нет никакого счастья в этом, я лучше еще посплю. Мы становимся счастливыми, когда у нас есть возможность наслаждаться. Но бриджабаси, они чувствуют себя полностью счастливыми, когда у них есть возможность послужить каким-то образом. То есть у них чисто настроение служения. Ришабану и Киртида, они видели, какая счастливая Радхарани, когда она думает еще только, как она будет готовить для Кришны, служить Кришне. Если Кришна делает ее такой счастливой, то, конечно, нет мужа лучше для нее, чем Кришна. И она уже услышала, мать услышала, что Радхарани сделали предложение, и они сделали большой подарок, собрали там целую телегу разных драгоценностей и отправили на Нани Махараджа, чтобы в соответствии с ритуалом ответить на это предложение. And here's a small token of our appreciation. So then those jewels came back, and when that plate of jewels was carried by a messenger back to Nandagram, и этот посланник нес Нандаграм, Нанда Махарадж, Яшода, у них было много гостей, они положили тарелку с драгоценностями на стол. И Кришна Нанданандана, он увидел эту тарелку драгоценностей. Пока Нанда и Яшода обсуждали такие ценные камни, похоже, что он, Вришабану Махарадж, отдал все свое состояние, которое у него было. Может быть, вернуть это? Они думали, мы должны как-то ответить на это свадебное предложение. Но у нас нет такого количества драгоценностей, что делать? Кришна услышал это обсуждение и подумал: я не хочу, чтобы мои родители печалились. Он взял эту тарелку драгоценностей, пошел на поле и посадил их в землю.
like 108 seeds, and I'll put each of these pearls in the ground. Он начал сажать их в землю, он подумал, это как семена. I'll get pearl trees, and I'll get У нас сейчас вырастут бриллиантовые деревья, жемчужные деревья. all these nice Такие замечательные деревья сейчас вырастут. fruits, and I'm gonna send Будет them столько плодов. И мы отправим обратно Махараджа в Ришабхану. Before he did that, До того, как он это сделал, надо Махараджа увидел его, он сказал, эй, малыш, ты что oh, делаешь? I see you're in some distress about reciprocating with Vrindavan. Ну, он сказал, ну я вижу, вы очень печалились, что не можете отправить богатства никакого. We'll get so many thousands in return. Сейчас мы посадим в землю, у нас столько будет. Но Анда Махарадж сказал, ну это же невозможно. Кто же сажает драгоценные камни в землю? You see, Драгоценности обычно в океане ищут. that's in Nandgram. Это в Нандаграме все Came and they находится. sent the proposal back. Meanwhile, Yogamaya personified as Purnamasi. И тем временем олицетворенная Пурнамасия услышала, Marriage proposal. She was олицетворенная Йогамая Пурнамасия услышала, что собирается эта свадебная церемония. if Radha and Krishna become married, И она подумала, если Радха и Кришна женятся, то что будет? Вообще все игры провалятся. Krishna to relish Parakya Bhava, Как Кришна будет наслаждаться Паракия Бхавой? relish this wonderful taste of Paramore love. Для того, чтобы наслаждаться этой внебрачной любовью, Relationship between husband and wife, then he'll miss this flavor. нужны внебрачные отношения, а сейчас хотят заключить законный брак. Meeting Нужно someone как-то else's wife and all the intrigue involved. And it's so exciting that То есть столько ликования, когда Кришна встречается с чьими-то чужими женами. Сели батарейки. Сказал он. Она думала таким образом. that's a special flavor of Raj. Это особый вкус в Раджа. В этом отличие от Двара Калила, что Кришна здесь наслаждается внебрачными отношениями. She said, I have to stop this. I have to stop this marriage. Она подумала, я должна как-то остановить все это. Before she did that, something special happened. В это время произошло нечто особое. Krishna was coming back. Кришна возвращался с пастбища, с коровами. Cows got loose and ran away. Коровы разбежались, Search for that cow. и он пошел искать их. When Krishna was returning with the cows, he's returning with the cows. One cow ran away. Одна корова убежала. Searching for that cow. And then Он he пошел came искать over ее. because the cows know that this is a good place to drink water. So that he thought maybe that cow came here. So Krishna came here looking for the cow. Он пришел сюда искать, потому что тут хороший водопой. When he looked at this, Или отходят. Тут такая же техника. Все отходит. when Krishna saw, Когда Кришна увидел he was completely amazed. это озеро, он был совершенно поражен. Что произошло? This morning when I passed by here, Утром я проходил здесь, so much clear water, so была очень чистая вода, the entire pond is bright а сейчас yellow. Looks like все озеро ярко-желтого цвета, all your turmeric. как куркума. Совершенно Went удивительно. down to the water, Он подошел к воде, went down to the water, and he looked in the water. посмотрел в воду, And when he looked in the water, Krishna saw his reflection in the water. и он увидел там отражение. Although when he looked in the water, he saw his puggery, had his turban, and his morpong, Он увидел тюрбан, feather, павлинье перо, Bangshi was tucked in his belt, флейта у него за поясом была, he was there, доти было, Uttariya, his chadar-like чадр. thin chadar. Everything was there, Все было на месте. nose pearl, on the bottom of his nose, Жемчужина pearl dangling, в его носу, Bakar his earrings were dangling. серьги в ушах. He saw that his face
Он увидел, что его лицо Krishna saw that his face was no longer sham color. уже было не темного цвета, Completely golden. оно было золотого цвета. His face was completely golden. Оно стало золотого цвета, и он подумал, что такое, What's this? что произошло. Face. Мое лицо Face is completely golden. стало золотого цвета. So then, that was when he looked at the reflection. So then he said, what is this water, this golden water? Что это за вода здесь золотая? So then Krishna put his hands in Он to touch the water. And when he touched коснулся the воды, water, когда он it was коснулся like he got воды, electric shock. он как будто получил электрический удар. Electric, current into the water, and then as soon as he touched it, just like a bolt. Как будто его ударила молния. His heart started palpitating. Его сердце начало дрожать, Inspiring and all these kind of sattvic и у него ecstasies проявились все признаки racing экстаза. through his body with the increase and unfoldment and overtaking. This pain was overtaking him. This kind of Према охватила feeling его. of love was overtaking him, and it was something he had never experienced before. Этого он никогда раньше не испытывал. Hands out. Он отдернул свою руку. What's going on here? Что здесь происходит? Happened here? And then he was thinking that this is such a feeling I can get by touching this Он water. подумал, Let me если, enter into this water. если я просто от соприкосновения с этой водой получил такое ощущение, что будет, если я войду в эту воду? Он вошел в воду, And he was feeling it everything to his body, from his head to his toe. у него было ощущение, как будто он пропитывается этим, все тело, Unlimited, inconceivable ecstasy. и его поглощает огромный экстаз. И он пытался искать по всей воде, что за причина этого экстаза, откуда такие удивительные чувства. Все, что он видел, там было павлинье перо. То есть он плавал там по озеру, и было видно только павлинье перо, которое на его голове было. So then, when Krishna finally came out of this Pili Pukor, he was completely golden in color. Он был золотого цвета, когда вышел. У него было все еще перо павлинье. And his heart had changed. Его сердце полностью изменилось. Его чувства были как у Радхарани. И он был переполнен чувством разлуки с Кришной. Этот Гор Кришна стал бродить по берегу озера. Он ходил и кричал: где Кришна, где Кришна? Повсюду искал Кришну. Кришна, 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 Кришна. Где ты, Кришна? Его переполнила эта бава Радарани. Он был наполнен этим настроением поиска Кришны. Это настроение Гауранги Махапрабху. Он вошел в это озеро и вышел как Господь Гауранга. И он выглядел как Господь Гауранга. Оружием был Кришна. То есть все атрибуты Кришны у него были: тюрбан, флейта, все украшения, но лицо было Гауранги. Его сердце полностью было наполнено Махабхавой Радарани, чувством разлуки. Это первое место, где Господь Гауранга проявил себя. Gauranga manifested himself first here in Varsana. But
Он продолжал искать Кришну, чувствуя боль разлуки. Если какой-нибудь тантрик дает вам что-то мистическое, какой-то пепел, какое-то время это на вас влияет, если вы съели это, но потом эффект уходит. Постепенно это настроение прошло у Кришны. Он посмотрел. Он потерял это настроение Гауранги. Он был поражен. Что же произошло? Что это за место? И все это произошло здесь, в этом Пукуре. Очень особое место. Можно побрызгать на голову. Можно, говорит, искупаться, может быть, станет золотого цвета. Шипралам Баба — это самое интенсивное чувство разлуки с Кришной. Круг расширять. Если вы очень серьезно отождествляете себя с этой лилой, можете броситься в это озеро, станете золотого цвета. Будете бегать, искать Кришну. Потом кто-то будет говорить: вы знаете Кришнадаса, он прыгнул в озеро, потом вышел золотого цвета и побежал тут. Кричал везде о Кришне. Как Господь Чайтанья, он бежал навстречу песчаной дюне в Пури. Можно выразить почтение этому озеру и побрызгать на голову. Там будет просадом. И там есть колонки, где можно будет руку помыть. Вопросы? Оказывается, говорит, я не закончил историю, забыл, говорит. Эта история из Враджа Махатмьи. Verbal transmission, that's what he writes. So what actual book it comes from, I don't know, because he doesn't say. Braj Mahatmya means, he says this story comes from books that describe the glories of Braj, and it comes from verbal tradition, which means it's called... Она передается по устной традиции. She's like thunderbolt. Vajradanti. So Dantparan means, in English you could say, it means folklore. Данта Пурана, это значит, народные рассказы, так можно сказать. Народный фольклор. Рассказывают историю, как Рада и Кришна встретились вместе, там были саки, их хоть и Нисари связали вместе, они женились, как бы такая брачная церемония была. Это называется Гантули Грама, это место.
Yoga Maya, Purnamasi, Йога Майя, Пурнамаси, это другая история. Она думала, что ни в коем случае нельзя, чтобы состоялась эта брачная церемония. Это не место для сваки бавы, это совсем другое место. К счастью, все в Раджи принимают Пурнамаси как гуру, она является шикша-гуру для всех бриджабаси. Она была саньясини, носила шафрановую одежду, очень длинные волосы, совершенно белого цвета, спутанные или распущенные. Она обладала огромным могуществом. Она предсказывала будущее, все сбывалось. Однажды она что-то сделала с Камсой там, так что он улетел из Вриндавана. Она пришла к Вришабхану Махараджи, сказала, я только провела расчеты астрологические. Сейчас очень неудачное время для свадьбы. Я посмотрела карту Кришны, карту Радхарани, вообще они не подходят друг к другу. Несовместимая пара. Если ты отдашь свою дочь за Кришну, она будет несчастной до конца своих дней. Звезды против вас. Вообще время неподходящее, то есть все. Это мой смиренный совет. Раджа Вришабхану. Они несовместимые, неблагоприятное время. Когда Вришабхану Махарадж сказал, ну ладно, откладываем все. Пурнамаси сказал, ну через год, через два посмотрим, что будет. И так они сохранили уникальную сладость Раджа. Nandagal, you have like from birth from 1 to 5 is in Gokul, and then from 5 to like 7 is in Chatikar. С 5 до 7 Кришна в Чатикаре. It's about 8 years old, from 8 until 11. So this was, say, early on in his time. It's not special, but I'm understanding, because he's not yet married to anyone, so he's about 8 years old. And he did it as far as, he was in the Bhav, in the mood of Ranga, and he also, because the incredible power of Radharani's Bhav, it turned the entire lake yellow, and Krishna became Gormakanti, which we understand that when Ну, она еще раз повторяет, что когда Кришна вошел в это озеро, его покрыло это как бы Гаура Канти, это настроение Радхарани. Господь Гауранга, он внешне Радха, а внутри он Кришна. Но, говорит, он оставался здесь маленьким мальчиком, то есть он не стал. В Брахма Самхите говорится, что Кришна среднего размера, не слишком маленький, не слишком большой.
И каждая часть его тела сделана в совершенных пропорциях. Чего? Я не слышу, что ты говоришь. Нет, вряд ли трон. Это просто сделали для... По крайней мере, конечно, вы делали для легкого. Когда Брахма украл телят, Кришне тогда было около 7 лет. Oh yeah, and then the chronology of it. Because this lady, Mataji, is asking a question that because she said now is not a good time, maybe later. And of course there was marriage. When Brahma stole all the cows. Когда Брахма украл всех мальчиков и телят, Кришна распространил себя во всех мальчиков-пастушков. Пурнамаси пришла, сказала, сейчас самое лучшее время жениться всем мальчикам во Врадже. Если сейчас всех их выдать, потому что в то время все мальчики-пастушки это был Кришна. Настоящие мальчики находились в другом месте. Тогда Кришну женили на всех. Shadows of Krishna. It's like Abhimanyu was described as the shadow of Krishna. It doesn't really exist in the spiritual world, but it takes some form. So these so-called husbands of the gopis, when they grow up, they never met with them. They were always busy in the Goshala, busy in the field. They never even actually had any intimate association or contact with their wives, because their wives, the gopis, were already eternally connected. На самом деле все те мужья, которые у них потом были в гопи, они не имели никаких близких взаимоотношений со своими женами, они постоянно были заняты в Гошале, там, в других местах, то есть они фактически вообще не имели никаких отношений с гопи, потому что они уже, эти гопи уже имели внутренние отношения с Кришной. Но мы должны понять, что на самом деле Кришна никогда не женился на гопи. Как маленькие дети, они что-то могли разыгрывать, типа свадьбы. Они разыгрывали, но настоящей свадьбы никогда не было. Сейчас время просада. Haribol! You're not listening what? All the body is gone. Haribol! All the body is on the left.
हम देख सकते हैं इसमें, हम देख सकते हैं। Что это за место? Насколько я поняла, вы не записываете? Ну, записываю. नहीं है, वही नहीं है इतना। Вову сними это. Тут хотел снять, мне сразу колючка в бок. Как же здесь хорошо. Внимательно должны. Раде, раде! Я выиграл тогда, что я нельзя, чтобы меня обходить. Идем за гражданку на год. У тебя точно поставил жидла. Something very clear sound coming. So, Shamsundar, what is that sound? What sound are the leaves making? What sound are the trees making? Radhe, 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 Radhe. Yeah. So, this proves that our Swamini, our Ishwari Radharani, she is the one and only proprietor and controller and queen of this entire region of Vrindavan. So you don't have any authorization or any power or any right to charge us any tax to come through here. And then Krishna's, oh yeah, and then they're pushing and they're going back and forth like this, and the butter's going like this and like that, and then boom, it falls down, and then it sprinkles all over the rocks. So these pastimes go on here at this place. This is like a Don Leela, taxing, and butter's being spilled here and there, and yogurt. Now, the local people, they tell another pastime. It happened here at Sankaripur. But a few years ago, about 15 years ago, there were some old fat ladies. Because ladies tend to get fat when they're old. No offense, no offense. But there were some old fat ladies, and they were gopis from the village. They were like modern day gopis. And so they were, going through, with their butter on their heads and their yogurt, because they wanted to come through on this side, maybe make some sale over there, sell some butter and yogurt. Then right in the middle of Sankaripur, then Krishna was standing. Krishna was standing, and he said, hey, paisa de do, rupee de do, hey, come on, paisa, rubles, rupee, ruble, almost same, ruble, rupee. So then, and then they looked, and these old fat gopis, they looked, it's him.
It's Damodar, it's Krishna, it's Govinda. And they were completely overwhelmed in their hearts just by having Krishna's Sakshat Darshan. Their hearts flushed with prema, and their minds just were raging with surrender. And at that spot, they just fell on the ground at Krishna's feet and gave up their bodies. And they went back home, back to Godhead. This is about 15 years ago. So then what they do is every year on that day, and the day is Shukla, it's in Bhadramas. It's in Bhadramas and Shukla time, I forget the date, Shukla 13th, whatever 13th, how do you say 13th? Trayodasi. On Shukla Trayodasi, on Bhadramas, that's the day that these ladies left their body and had darshan of Krishna. So every year, the Brijvasis in these villages, they celebrate that pastime, and they take some old fat ladies, because there's plenty around. And they put some yogurt pots in their head, and they go through there, and then one of the boys dresses up as Krishna, one of the men, and they reenact that pastime every year at Sankari Kur. So this is a very, very special place, and the real thing is that Krishna, he's not really collecting a tax of money, rupees or rubles, nor does he need to collect any yogurt or butter or milk. His father has 900,000 cows, so every cow gives 30 liters of milk a day. So 30 liters times 900,000, it's too many, I can't figure out. It's lots and lots of butter. So what Krishna really wants, what Krishna really wants, what the tax is here, what Krishna is really collecting here, he wants to have the tax of our love. He's collecting our hearts. So of course this is the last thing that we give. It's easily we can give money, easily we can give land, easily we can give possessions and property, but it's very difficult to give our hearts. So this place, Sankari Kor, this is a place, a tax, Dan Lila, Dan means tax. So the real tax that Krishna wants from every jiva is free. He wants our love, without adulteration, pure love, no mix, no greed, no anger, no lust, no calculation, no selfishness, no ego, no me-ism, and no I-ism, just everything for him, everything for Krishna. So here's an opportunity for us to go. It's a very and the passage is very narrow, because the closer you get to perfection, the narrower the path becomes. Prabhupada used to say, "Don't be surprised who leaves, be surprised who stays." Very few attain perfection, because the closer you get to Krishna, then the road, the path, the bhakti marg becomes more and more narrow. Now it's quite wide, but when we get there, it becomes very narrow. And if you want to pass through that narrow crevice, or you want to pass through that narrow passage, that passage is very narrow, because that's where you have to give your heart. It's easy when the road is wide, the bhakti marg or the path of devotion is wide. You can give your clothes, you can give your family, you can give so many things. But to give your ego and to give your heart, then that's the final point. That's like the final point. So you can see here, we're all going to get squeezed. Now we have some room, but here Sankari Kor is a place of squeezing. One side Krishna is squeezing, the other side Radharani is squeezing, and in the middle is the jiva. Because Krishna's on one side, Krishna's a black mountain on this side, Radharani's a golden mountain on this side, and you're in the middle. So it's like you have a choice: Krishna, Radharani, or me. What do you want? What choice is it? Radharani. No, it should be them, Radha and Krishna. So we'll go now through that. We'll go through the eye of the needle, as they say. We'll go through this Sankari Kor, remembering these pastimes. And when we get there, before you walk through there, you should pay obeisances and remember Guru Ranga and pray that now we can offer our hearts here. And this is Krishna. Just imagine Krishna is standing there. He's standing there like sometimes you see deities. If you go to Navadvip and Koladvip, you go to the temple of Dameshwar Mahaprabhu. Dameshwar Mahaprabhu is Vishnupriya's deity in Navadvip. And Dameshwar Mahaprabhu, he's standing like this with two hands like this. Is it right? Yeah.
So you can imagine the Krishnaji, Shamsundarji, he's standing there like this. Put your ego on one hand, put your heart in the other hand, and then you can surrender. No, you'll find the bees later. You don't surrender. She's asking about the bees, the Madhukar. She says, where's the bees? He says, you don't surrender, then the bees will catch you. So okay, we'll go to Sankari Kor and we'll offer the dawn of our pure surrender. And Еще раз можно? Погромче, это не слышно. Да, чисто. I don't know about that. Ты выключил? Или ну иди там. Все, сейчас вот. नीचे उतरिया जल्दी Там, где брали дачу, где Кришна, ну, из гопи собирал. Когда они проходили по этому ущелью с йогуртом и маслом. В этом богаче до трона есть доступ. Раде-раде! Не, мы завтра уже. Завтра. Тебя снять? Отлично. Все, жарко. А где твой мышь? Как раз тебе Сережа стал. Сережа? 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 Как впечатление? Поделитесь. Чем? Впечатление. Чем, говорит? Таня? Я так хотел попасть к этому месту. Таня счастливая, как пришла. Потому что я так нервно со своим духовным учителем проходил. А где он раздает ее? Поэтому вот здесь, думаю, теперь на его вот пройду. Супер. Слушай, а здесь очень похоже на картину, позже, где гопи встречает Кришну, да? Да. И с яблочными они держат, когда они пастушки идут, да? Они точно почти так стоят. Там такие же слушайте, сделаны. गोपाल प्यारे बंसी वाले Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Krishna. Где пакет? Так, пакет скачала? У кого? Побудь камеру. Сейчас туда будем подниматься. Сколько еще мальчиков? Захотели, ему, наверное, нравится заходить. Я слышала, что он устал. Ну туда. Хорошо. Вроде бы вниз. Ну, все-таки туда легче, да? Да. Ну, в каком-то отношении. Здесь кусок этого. Что это? Как же? Это на то озеро, на котором повесили Мацуман говорил там. А, вот это вот это озеро, да? А, повесили. Сказал, тащите не ладно. Кришна сказал. Здесь очень описано. А где повесили, на каком дереве? Вон на том дереве. На чем? Или на этом, какое большое. А вот отсюда вот видите. Don't say anything to like they like you. Wasn't me. One of them got disturbed. You know, put anything to the small monkeys, you know, the big monkeys get so upset, you know. Really? Yeah. They're so protective of the kids actually. In any kids, you know, so they get so upset with anybody. They bite too? Oh, yeah. Всю по рекру будет вести на They will jump on гараж. you. Man mandir, man ghat.
Paido is more informal. Paido is lucid. Yeah. Mutt Joe. Vrindavan is pretty informal. Everyone to keep to the side so the devotees can getting them meet again together. So Radharani once came here to this top of this mountain. It was a very beautiful area. There was a nice kunj here. There's a very private area of kunj means like a small forest, cottage, surrounded by trees in 4 directions, and then different shrubs in between the trees, and made a very confidential little private natural meeting cottage. But she decorated that very nicely. She made a very beautiful flower bed inside this kunj to host Shamsundar to come there, and it was made from the bottom of the bed was made from the stems of lotus petals, and then she took the stems makes like the mattress, the bottom of the bed. Then the actual mattress itself is made from flower petals. You take the actual petals. It's maybe 2 feet thick of petals, flower petals, lotus petals, and maybe rose petals on top of that. And it's very, very soft and very, very fragrant. I read in Shruti Kirti's memoirs, it's called Srila Prabhupada Uvacha. It's on the computer. And he said that sometimes when Srila Prabhupada would take rest, he would take some flowers, some Mahanidhi flowers, that he would be given, some gardenias, some gardenia, or some very fragrant flowers. Gardenia is like a white flower, very white and very soft, beautiful flower, magnolia type. It's like a type of champa. He would take these flowers when Prabhupada would take rest at night. He would put them by his pillow. He put the flowers by his pillow so he could smell the flowers when he took rest. And it's also very good for the mind. These aromas, these natural aromas. Of course, it's prasadi, pushpa. So this flower bed is very fragrant and very, very enjoyable. So she had decorated the kunj very nicely, and she had taken some kunda flowers, these flowers that are available now in front of the temple. They're called kunda flower. They're white. And when you buy them, they don't have any smell. But if you keep them, when you first pick the flower and make a garland, it doesn't have any fragrance. But after 1 hour or 2 hours or 3 hours, when it starts to get old, it starts to get more and more fragrant. And it's especially a nice flower to use when you're going rasa dancing. Because you put the garland on, like Radharani, her Sakhis would dress her with kundamala, at least at this time, dress her with this white kundamala in Yavat or Barsana. And then she goes out to Vamshivat or to Deer Shamir of banks of Yamuna to meet Krishna. So then, like 2 or 3 hours later, when they're dancing in rasa dance, then at that time, then the flowers, they start to release all their aroma. And it's described that Krishna's teeth are whiter than kunda flowers. It's a very, very beautiful garland. So Radharani, she made so many garlands of kunda flowers, and she decorated the kunj with these canopies and arches of flowers. It looked very, very beautiful, and it was very, very fragrant. And she had some nice table there, a jeweled table. On top of the table she had a golden pitcher. Inside the pitcher there was some fragrant water. It's a very cool and refreshing water. It was made fragrant by putting some flower petals in it, like rose petals or other types of flowers. It was covered with a piece of cloth. And they were maybe a little softer on the translation. Less. So, and then she had a small jeweled container, and inside there was some betel leaf inside the pan. It's called tambul batika. And inside there was some betel. It's shaped like a triangle, like some temples around the world, like in San Francisco and Berkeley and in LA. We used to offer tambul for the deities, and it's part of our puja. After Krishna takes his lunch or dinner, he takes tambul, and it's very good for digestion and also relaxes the mind. It's a mild form of intoxication, which we are not permitted to take. It says nectar instruction that the Vaishnavas do not take tambul or pan. At any rate, there was a small container of that, very, very nice arrangements. And there was in one corner of the kunj, there was a golden cage
and Radharani kept her pet parrot there. She has a couple pet parrots. This particular time she had Manju Bhashani. Manju Bhashani means Manju was Manju. Manju means charming. Charming language. Bhasha. Manju. I think Manju in Hindi, Manju, M-A-N-J-U, means charming or delightful or soft or... Anyway, Manju Bhashani, this pet parrot, Manju Bhashani, has very delightful, very soft and wonderful speech, and also sings very nicely. So there were all arrangements for nice songs from the parrots, and nice water to drink, and some nice refreshing tambour. So there was music, and some very wonderful atmosphere to receive Krishna and to serve him. In this place, this was arranged here. But then the moon was coursing through the sky. It was rising in the east and moving through the sky, and the night was soon coming to a close, and there was no sign of Krishna. Krishna did not come. So then he came just when the sun was starting to rise in the eastern horizon. The moon was setting and the sun was rising. Then Krishna appeared at the door of the Kunj. And it was obvious from the appearance of Krishna, from his clothes, his hair was disarrayed, his clothes were somewhat disarrayed, and there were various signs that Krishna was with someone else that night. That Krishna did not meet Radharani as appointed or as promised, and he had gone with some other Sakhi. So Radharani, of course, was very upset, having made such nice arrangement for the pleasure of Krishna, for the service of Krishna, but not being able to offer that service to Krishna, not being able to please him in that way. She was feeling very unhappy. Radharani's unhappiness is not caused because of a frustration, of her personal desire for her own pleasure, but she knows in her heart that no other Sakhi or no other devotee in all of Braj Mandal can please Krishna as much as she can. She is the most expert in all the 64 arts. In fact, she is the guru, a Kala Guru. She's called Kalavati or Kala Guru. She's Kala Guru. There's 64 arts: dancing and metallurgy and plant and horticulture and painting the face and telling riddles and guessing what's in someone's hands when it's hidden behind the back, and crocheting and cooking and music. So many 64 different arts are there, and she's the self-effulgent expert of all these arts. And then one time the Sakhis, they said, "Where did you learn these arts? Who was your teacher?" And she says, "I don't know, I just know these things." So she didn't have any teacher. She's self-taught, and she teaches others all these different arts. So she knew that none of the other Sakhis, other gopis, can please Krishna as much as I can, or give him as much happiness. So if Krishna is meeting with some other gopi or some other Sakhi, he won't be actually having such a good time, or won't be experiencing that much happiness. So that makes me upset that he passed his whole night, with an inferior quality of happiness, so to speak. Or he got 50% happiness last night. If he was with me, he would have got 3,000% happiness. And that's the only purpose of my existence, is to give him more and more happiness. For example, I don't know if it's a very good example, but it just pops into my mind. You go in a temple and some bhakta gets a microphone and he doesn't really know how to sing, or maybe like somebody like me, I don't know how to sing either. But someone doesn't know how to sing, they get the microphone, Hare Krishna, Hare Krishna. And meanwhile, standing next to him is some Bengali devotee or some devotee that has really a sweet voice and really a pure heart and sings really wonderfully, but he's just humbly sitting there and not interfering. And then the bhakta is Hare Krishna, and the voice is just surcharged with his ego, and it's just full of his, it's off chord and out of, it's just discordant and horrible. But so that devotee who sings very nicely, he may be thinking, oh, I wish I would have been able to sing, because I think Krishna would probably derive more pleasure from my singing than this singing. But of course it's hard to tell sometimes. But it's like that. If someone is really good at doing something, let them do it for Krishna. And if you're not so good, well then recognize that and don't assert your ego. I mean, personally myself, I joined in Los Angeles Temple, and there was at least a half a dozen kirtan leaders there. And in all my years, I can practically count on my hand how many times I led the kirtan in 10, 12 years. Because I understood, I can't sing. I really can't do much of anything, but
I certainly can't sing, and all these other Prabhus, they can sing. So let them sing for Krishna. Why? It's for Krishna's pleasure. He should get the best. Our philosophy is give Krishna the best. The best food, the best clothes, the best everything, the best singing. So, okay, but I want to sing for Krishna. Okay, go out in the woods and sing for Krishna. Go out in the woods and sing for Krishna. Go in your room, go in the bathroom. No one's stopping you from singing in the bathroom or singing in your room. But no. So then the question is, well, what? But then you ask those devotees that sing in the they want to sing in the temple, even though they don't know how to. You never see them singing in the bathroom. You never see them singing in the room. The reason they want to sing in the temple is because of ego. Because they want some matter of distinction. They want some profit, But if you really want to sing for Krishna, you want to please Krishna, Krishna's everywhere. But when you have a whole public and a whole temple, it should be the best for Krishna. So in that way, just like cooking. Okay, who knows how to cook? Well, I know something. Okay, I'll cook for Krishna. It's all lousy, But if you're a really expert cook and you're not cooking for Krishna, that's not nice. Like sometimes in some temples, someone's really expert. But they say, I'm not going to cook, No, unless somebody begs me, I'm not going to cook. So if we have some talent for Krishna, we should offer it for His pleasure. If we don't have any talents, then we can chant Hare Krishna. That's it. Take prasadam. Chant Hare Krishna and take prasadam. So this is a place of very high pastime. This is Man Leela. Radharani is known as Manini. Manini Radhe, she was in Man here. So now Krishna, of course, he came in that situation. It was obvious that he had spent the evening with some other Saki, and Radharani was appreciably distraught and unhappy. It was the Saki. Unmentionable name. we prefer not to even mention the name in public. We have a particular persuasion that does not permit us to even mention the name. That other one. In Padma Puran, it explains there's 16,000 special Sakis. And out of those 16,000, there's 108 that are special. Of those 108, there's 8. And the 8 are Radharani, Chandravali, Shaibya, Padma, Lalita, Shamala, etc. It's not the Astasakis, these are the 8. Because some of them are in the other party and some are in Radharani's party. Then it says of these 8 major Sakis, then 2 of them are best of all. One is Radharani and the one is the other one. But sometimes Krishna's with the other one. Anya Saki. Her name is Anya Saki. Saki means Saki, Anya means other. The other Saki, Anya. Like we say, Gatir Anyata, or we say Harinam, 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 Eva Kevalam, Kalo Nasteva, Nasteva, Gatir Anyata. Anyata means there's no other way, not by yoga, not by karma, not by gyan, not by tapa, not by dan. Simply by chanting the name, one will attain perfection in the age of Kali. So Radharani was unhappy. So then Krishna tried in different ways to break her man. It's called man bhanga, to break her man, or to get Radharani to surrender her man and again give Krishna her darshan and her seva and receive his seva. So then Krishna had no luck. So then he went to the Sakis and he said, hey, listen, she won't give in. She won't submit, she won't surrender. What to do? So then Vishaka said, look, I have an idea. You have to go and disguise yourself as a Saki. You dress yourself up as a gopi, and you come back here with a veena, and you play veena very nicely. You come and do a little concert, a little music concert for Radharani. And maybe she'll become a little happy in heart, hearing some nice music, and as her heart fills with happiness, she may abandon her unfavorable mind, and again, agree to meet with you. Let's see. So Krishna dressed up, and the Sakis helped him dress up as a very beautiful Saki. His name was Sham Saki. Because although wearing a beautiful sari and everything looking like lady, but still the complexion was like blue, dark blue. Because in the kingdom of God, in Krishna's kingdom, the gopas and the gopis, they have all different colored bodies. Some of their bodies are golden in color, some are fair and white in color, some are red in color. Vrindadevi has a red color complexion. Some are like moon, some are like sandalwood, some are green, some are blue, all different, basically almost, you can't say all different, but many, many different colors
So Krishna, so it's there are Sakhis that have dark bluish color, so it was not surprising. So Sham Sakhi came, Krishna came playing Veena, and the Rasa Sakhis, Lalita said, "Oh, there's a new Sakhi here. She came, she's from Mathura, and she came, she wants to do a recital for you, Veena recital." So in this place, Radharani was in her man. So then Krishna disguised as Sham Sakhi came and played the Veena. Radharani was appreciating so much, she was moving her head, you know, listening and closing her eyes, listening. But after some time, as Sham Sakhi was playing Veena, he started so beautiful song, all proper ragas and everything playing on Veena. Then after some time, he started playing the Veena in such a way that it just came out like this. Radhe, 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 Radhe. And now all that came out as he plucked the strings was the name of Radharani. Radhe, Radhe, Radhe. So Radharani was moving her head then. What kind of raga is this? There's no raga called Radha Raga. You know, there's different ragas, but there's no Radha Raga. And then she's listening closely. She's just hearing each string was being plucked. As each string was being plucked, it was Radhe, Radhe, Radhe. Hey, Alita Sakhi, what? She said, I don't know, something. And then she looked around other Sakhis, because Tunga Vidya is one of her Rasta Sakhis. She's very expert. Tunga means very, deep in knowledge. So she knows so much about music, Shastra, and all these things. And she asked Tunga Vidya with her eyes, she's communicating, Radharani's communicating with her eyes, because you don't want to disturb the concert. You shouldn't disturb the concert. So Radharani's getting a little bit nervous or disturbed what's going on. So she looks at Tunga Vidya with her eyes like, what is this? What kind of music is this? And she communicates with her eyes. I never heard this before. It's not in my books. I never studied this. And then, because Krishna's Sham Sakhi had his, when she was playing the Veena, her head was covered like this because she was some shy, some Lajeshri, right? So she's playing, and because she's playing all these ragas, and really completely intent on pleasing Radharani, and of course breaking her man, and so perfect playing these ragas. But then as he started to feel separation from Radharani and remember Radharani, then all of a sudden only Radharani's name came out of this Veena, as I was mentioning, Radhe Radhe. So as Krishna became more and more, or Sham Sakhi became more and more absorbed in the name of Radhe, 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 and like this, and then all of a sudden, what's that? What was that? The tears. Krishna's tears were falling onto the Veena. The Veena is like a gourd, there's like two gourds and a plate, big, like this dried vegetable like thing, whatever it is. The Veena instrument. So it's going Radhe, Radhe, dat, 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 and his tears are dropping, and when they hit the hollow gourd, it tat, tat, tat. And then Radharani, she looks, she says, wait a minute. This thing, Radhe, Radhe, these tears coming. And then Radharani goes like this. Because it's like this, right? And his tears are going like this. Radhe, 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 Radhe. And then, like, in other words, by saying the name Radharani and crying, Krishna say, Radhe, please, please, Radhe, please, please, Radhe, please, please. And so then Radharani goes, oh, let me look at this Sakhi a little closer. And she goes, oh, peekaboo. And she looks, and she's looking like this, and then Sham's like this, and his tears are falling into Radharani's eyes, no? And then Radharani gave up her mind, she smiled, and then Krishna, Haribol. So that's one of the pastimes that took place here at Mankutir. So we can try to remember these pastimes when we chant japa, when we go back to Moscow, Leningrad, St. Petersburg, Croatia, London, France, Paris, Brisbane. We sit in the banks of the, I don't know, whatever, somewhere. sit somewhere and close our eyes, and we think, yes, there's
there's Mankutir, and there's Barsana, and there's Krishna, there's this beautiful pastime. And you'll chant and you'll start remembering that pastime, and 16 rounds will go by, and 32 rounds, and your finger is going like this, and you've stopped. Hey, wow, I chanted 25 rounds, I didn't even know. This is very nice. This is very nice. Chanting the holy names and remembering Krishna's pastimes. This is our perfection of our bhajan. So we go out to see Lardhaji Mandir. What's the time now? It's 12:20, and prasadam is what time is prasadam in the temple? 6 o'clock. I think it's at 2 o'clock, is it right? It takes an hour to get back? An hour and a half? 1 hour to get back. No, 6 evening. So, there's 2 more places. There's the main temple and there's Dan Bihari. Dan Bihari. Well, what time's darshan? I don't want to miss the darshan. Can go back and I know. Lessons. He comes to Delhi and does programs. Come down. Yeah, a couple dresses donated to the guests. So we go there. Yeah. All right. So we'll go to see Dan Bihari and Lardhaji Lal. If it's open, maybe. I may have a special darshan. Yeah, actually, Lardhaji Lal also, I mean, by the time we get there, they could be closing for the offering. So we should get this straight. Anyway, we can darshan. Okay. All right, well, we'll go to Dan Bihari Temple, but don't stay too long. You can stay long enough to give some dan, give donation. The Jari will be happy. Well, we'll tell some stories about that place when we get to the main temple. Otherwise, we miss the darshan of the main temple. So we'll go quickly to that temple. Кто здесь хочет жить, строить домик. Варшава. Что это означает? Не стал добивать. Да. Что? Не стал добивать. Дом Сергея, который он сколотил на быструю руку. Варшана. А где ты здесь? Закрыто. Это что здесь? Шупала. Из холодильничка. How much? Баран, нет, по-русски. Скажи, пожалуйста. Так, 5 рублей. По-русски, сейчас скажи, пожалуйста. По-моему, дальше туда прошло.
А что за храм-то? Чигаргари? Я даже не знаю, записываю, не записываю. Для храма делаю. За храм делаю кассету. То теперь... Простите, для храма делаю кассету, можете переводить. Для храма кассеты делать, он будем переводить, по-русски переведет. Шьян переведет он по-русски. Или записывайте, потом я его переведу. Ну что, будешь записывать? Я уже устала. Я уже устала по-русски. Рабу, вот так вы будете сидеть, да? Да, кто не будет. Что? Давайте в сторону, да. А? Нет, в сторону, потому что для храма кассеты делаем. Нет, так как мы входим туда вот. Туда. Потому что мне загородить все это вообще. Туда? Ну, человек тоже надо снять. Ну, может, потом в другой стороне снимать. Я сейчас снимаю это задней сцены. Стал какой-то. Это дворец Радарани. Радарани родился в Равле. Кришна родился в Гокуле. И можем видеть картины. Это игры. С правой стороны Нардамуни. Что произошло? Здесь нарисовано. Нарисовано, как Радарани родилась. Радарани явилась в Раване. Здесь нарисован Махаван, Гакула, Кришна явился в Гакуле. Радарани явилась в Раване. Она явилась. К радости Вришабхана Махараджа. Есть разные истории, которые говорят об этом. У него был здесь дворец. И Киртида родила Шридама, который является старшим братом Шримати Радарани. И они хотели еще одного ребенка, девочку, но у них не получалось как-то. И они пошли в Камьяван и начали молиться Махадеву, Господу Шивы. И все равно у них не было ребенка. И тогда Вришабхану пошел в Раву. Рава — это место, где живет мать Киртиды. Мукара жила там в Равле. У него был дом, это был дворец на берегу Ямуны. Там есть очень много полей, которые обрабатывают. Вришабхана Махарадж пошел туда, в Киртиды. Там жила теща его, Мукара. И он поклонялся солнцу. И однажды он пошел на Ямуну и увидел там посередине Ямуны золотой лотос, который сиял. И его сияние ослепляло. Он очень привлекся этим. И он поплыл на Ямуне, по Ямуне, и он хотел схватить его на лотос и начал уплывать в него. И он еще больше захотел.
поймать его. И тогда Ямуна Деви помогла ему своими волнами. Она этот лотос приблизила к нему, он взял его, и он увидел прекрасное дитя там, прекрасного ребенка, очень сладкая улыбка, полностью закрытые глаза, и цвет ее тела был подобен молнии. Она очень сияла, девочка. Он увидел, о, Ямуна дала мне ребенка. Потому что есть некоторая игра между Ямуной и Сурьей, потому что Сурья является отцом Ямуна Деви, и Ямуна Деви, потом этого Ямараджа и Шани Махараджа. Ямуна, и таким образом, так как Вришабхан Махарадж, он поклонялся Суре, он получил от Ямуны ребенка, и там целая игра была, как Путана украла ребенка. В любом случае, он Махарадж подумал, это дар Сурьядева, который получил от Ямуны. Он выполнил мое желание иметь ребенка. И он сказал Киртин, когда пришел домой, посмотри, посмотри, такое прекрасное дитя мое. Я поймал в Ямуне. И все переполнились счастьем. Потом Мукара сказал, ну посмотри, но ее глаза полностью закрыты. И они были немножко расстроены, что, может быть, ребенок родился слепым. На скорости эта новость распространилась, что через несколько недель, что родился ребенок, и они стали праздновать через несколько дней. И пришли Нанда Махарадж, Ишода, Кришна, Баларам, их пригласили в Раву, был особый праздник, чтобы отпраздновать новоявление Радарани. Все они пришли туда, и там было много музыки, танцев, пения, пели баджаны. Много просад там было. И как вы видите на картине, Радарани лежала в колыбельке и спала. И Кришна, она почувствовала запах. Она стала очень счастливой внутри и начала ее сердце расслабилось, она начала чувствовать разные чувства в своем сердце. Так или иначе, Кришна продолжал глядеть на нее. Неожиданно ее глаза открылись. До того момента она ничего не видела. И сразу глаза посмотрели на Кришну, она увидела на Кришну. Первое, что увидела Радарани в этом мире, это был Кришна. Он не видел ни мать, ни отца, а Кришну. И вскоре после этого перед этим Нарада Муни, можете увидеть, Нарада Муни пришел с виной, Нарада Муни. Это песня Бхактивинода Такура, которую Прабхупада that Narada Muni is Vajaya Veena. He's playing on his Veena. This is a Veena, like I told you, Shyam Sakhi is playing Veena. He's playing on his Veena, and his Veena is automatically just playing by itself, like something like a Yamaha Casio piano. You just press the key, press some key in the piano, all by itself. So automatically, Narada Muni's Veena is chanting the names Radhika Raman, Radhika Raman, Radhika Raman. Of course, his Veena is automatically chanting like that. Someday, after some lifetime, the Veena
the vina of our body may also be chanting like that И в automatically all the какой-то time. момент, через несколько жизней, может, наша вина нашего тела тоже будет играть эти звуки. Потому что наш вибрирующий инструмент заместо струн — это язык. И мы тоже всегда должны произносить Рады Караман автоматически. Рам значит Рады Карам, Хари Рам — это Рады Караман. Тот, кто дает удовольствие Радарани. Хари Рам. Хари Рам значит Рады Караман. Рады Караман, Рады Караман. И когда Вришабхана Махарадж увидел, как этот великий Риши Нардамуни пришел, он сложил руки и начал предлагать пуджу, омыл его стопы, взял Бхактапада джал, поместил воду с его стоп на свою голову перкили, также на Шридам, омыл, опрыскал всех. И он сказал Нардамуни, пришел Оля, я хочу посмотреть на твою дочь, получить ее дар. Я хочу сделать пуджу, это очень великолепное дело. Я хочу исполнить пуджу, и ученый Махарадж сказал, да, несомненно, это будет очень хорошо, это сделаешь. Дай мне все эти вещи. Нет, мне нужна трава дурга, мне нужны ги, зерна сезама, 5 видов специй, видов овощей, камфор, очень много бобов, мне нужно деревья бананов, золото, серебро, нефть. Он дал перечислить очень большой список. Он дал такой длинный деревья бананов, золото, серебро, нефть. Он дал перечислить очень большой список. Он дал такой длинный список. Пришлось занять всех себя все были понятны, чтобы достать все эти и все покинули это место. Никого не осталось в комнате, все собирали эти религии. Когда Нарада Муни остался наедине с ребенком Радарани, он начал молиться. Он начал предлагать свои молитвы Радарани. Когда он молился, это божество здесь называется Лали Лао. Маленькая прекрасная девочка. И он молился: о Лали, я знаю, что ты вырастешь и станешь прекрасной девочкой-подростком. И все в Вриндаване будут прославлять тебя. Я пришел из Нарайана Локи, Кришна Локи. Я пришел во Вриндаван, потому что я хочу увидеть твою Кишори Руп Даршан, получить Даршан. Я хочу получить прекрасную Даршан, твою форму Кишори. Он молился таким образом: у меня одно желание, пожалуйста, покажи мне Кишори Рупу. И Радарани очень
добра и страдали своими требованиями. И она проявила свою прекрасную форму Кишвары. Это вторая картина, где она стоит перед Нардамуни на лодке лодка. А Нардамуни очень удивлен, он получает этот дар. Во Врадже очень много таких картин. Также есть много книг, которые описывают руки ее опущены вниз. Именно эту позу Радхарани проявила, показал Нарада Муни, так считается. Многие художники из России также рисовали это. И один художник, Анжина его называли, он тоже нарисовал эту форму своим Гуру Махараджа. I have that painting in my room. So this painting, this particular posture is shown with her hands down like this, exactly like that was shown to this Kishori Rupa was shown to Narada Muni. Именно эта форма в точности была явлена Нарада Муни. И здесь между центральным колонном показано. Есть другие игры также удивительные показаны. There's one over here with the danda. Behind this ladder, there's a danda. It's called Lati, L-A-T-H-I, Lati Holy. You maybe heard about Holy. How many heard about Holy? You heard about Holy? Anybody feel Holy? Слышал о Холли? You feel it on your back and on your face. Можете кто-то почувствовать, что такое Холли? Кто-то почувствовал на своей одежде? Говорится, because the Vasant Panchami is the first day of spring. In Vrindavan, Vasant Panchami, which is about 45 days ago or 47 days ago, was Vasant Panchami. Васант Панчами, это первый день весны, 45 дней назад, где ты был. Первый день весны, это начало Холи. И в этот день все божества Враджи, они были желтыми, желто-зеленые. Это цвет весны, зеленый-желтый. Там много цветов очень желтых. В основном это горчичные цветы горчицы расцветают. Вы, наверное, видели полные поля горчицы, желтые и зеленые. Таким образом, этот цвет праздник Васант Панчами. В тот день, когда они начали праздник они желтым бросают. Они не используют химические краски, которые сейчас используются. Они собирали пыльцу с цветов. Собирали килограммы и килограммы этой пыльцы. Как иногда на Западе продают эту пыльцу с медом. И там было очень много этой пыльцы. У них были килограммы и килограммы. Они начали кидать друг друга. Таким образом, Васант Панчами это желтый Холи называется. Друг друга кидали желтый. Этой пыльцы были раскиданы во Вриндаване.
это было очень прекрасно, красиво и также приятно пахнет. И в Риджавасе говорят, это цвет любви Радарани, ее према. Этот сияющий золотой цвет. Статистика любви. Золотой цвет. Они говорят хо-хо-хория и кидают, и раскидывает эти краски. И эта Кишори Прем летала в воздухе. Вот эта краска, порошок олицетворяет отвердевшую форму премы Радарани. И вся атмосфера Вриндавана обладает этой атмосферой Кишори Прем. И когда вас разрисовывают окончательно в этом холле, все говорят, о, Кишори дала тебе эту прему. И таким образом, когда краски летают в воздухе, это значит, что Кишори Прем летает в воздухе. Being colored, there's taking on the color of Radharani's prem on that day. So every single Krishna deity, every single Radharani deity. И поэтому все божества и все вообще приняло цвет любви Радарани в тот день. Они все одежды на божествах ярко-желтые и зеленые. Таким образом, Лати Холи, который описан на этой картине, этот такой Холи с шестами. Иногда они тоже, даже сегодня они празднуют. Женщины Варшаны берут палки и бьют пастушков. Это очень весело. All the chauvinistic gopas can get beat up by them. So this happens here in Varsana. Это произошло здесь, in the afternoon at 5 o'clock. It's kind of a ceremonial celebration where the men dress up as cowboys and they have a special shield. It looks something actually like this. У них есть какой-то, они делают определенный щит типа этого. And they wrap their hands with a bunch of bandages. And they hold this leather shield over their head. They crouch down and bend down and like crouching down. Щиты. On all four directions, representing the four directions, north, east, south, and west. There's some big, heavy, llamas, as we say. И с четырех сторон их окружают такие большие мамы гопи. There's some big gopis. Большие гопи. Очень такие большие женщины такие. Сильные. И у них большие палки в руках. И их головы покрыты. А у них эти щиты над головами, и они начинают бить их по этим щитам. Yeah, the Dolak and Shanai, they play some traditional songs, and they have really nice music. Также они играют традиционную музыку на шелак, джолах. И очень много людей, тысячи людей приходят сюда. Я помню, японцы пришли, у них было столько камер там. И они сказали, мы из японского телевидения. Они живым эфиром снимали этот Лати Холи в Токио прям. Они снимали Лати Холи. И на следующий день the men of the cow, they run around. It's kind of crazy, but they simply run around the roof over there,
Там с какими-то большими барабанами люди ходят, там эти... Очень весело в момент этого праздника, и у них этими шприцами там начинают появляться. Они вокруг храма ходят, там это похоже на какой-то сумасшедший, но весело, сумасшествие весело. Все по лестницам поднимаются, у всех есть лестницы. Not only they have fat, ladies, but there's also a lot of fat Brahmins too, men. So these big, fat, heavy men are there with their pitchkaris, and then you come up the stairs. Эти большие толстые люди, они с этих, это удивительно, они начинают с вышины, с этих ступенек начинают поливать всех из этих питчкарей, шприцев. И Холи доставляет бесконечное наслаждение Радарани. И Варшан значит дождь, вода с неба. И есть причина, почему это так назвали, Варшана. Varshana is called Varshana. Варшана называется Варшаной, потому что как в Нандаграме. Нандаграм называется, потому что это грамм и деревня Нандакараджа, а это называется Радаграм. Иногда это называется Банапур или Вришабанапур, но это называется Варшана. Потому что это вершина горы, и обычно стандарт такой, обычно дождь падает на вершину горы, поэтому мы можем видеть, что горы, они постоянно покрыты облаками, там вода и снег падают туда. Горы очень высокие. И когда по устройству Кришны это облако подходит к горе, оно начинает проливать дождь. Но здесь особенно много дождя нет. Но тот дождь, который падает здесь на Варшане, это дождь милости. Это в Гор-лила Вришабан Махарадж пришел как пундарик Видянит. Прабхупад назвал пундарик Видянит сюда. И он пришел сюда, чтобы проверять, правильно ли я говорю или нет. А если нет, он меня с палкой прогонит. И Варшана — это дождь милости, особый дождь милости Варшана. И Кришна сам приходит сюда, чтобы омываться в этой милости. Джива Госвами объясняет в Гопал-чампу о 56 блюдах. И Кришна в 56 формах прячет себя, он скрывается. Обычно это форма женщин. Женщина, продавщица фруктов, или она портниха, или еще что-то. Все разные формы женщин. Он приходит, чтобы встретиться с Радарани, или чтобы избавить ее от гнева, или для чего-то еще. И это место Варшана, и в особенности Явы. Кришна прячется в разных одеяниях. И здесь, на этой картине, Кришна где-то вот на одной из картин Кришна здесь прячется под видом Шьямы Сачи. Вот там картина. Где-то там.
Я уже видел там. Вон там. Кришна чё? А, Шьяма Саки. Что не делают? Конечно, для них это храм был примерно 500 лет назад основан Маhanidhi Swami. Но изначально божества находятся где-то сзади, потому что была угроза мусульман. Они прятали изначальные божества, славили ламу и поставили здесь другие божества. Они не хотели, чтобы изначальные божества пропали. Таким образом мусульмане Brahmins were very clever. They just got some mortise that were not installed, but Radha Krishna put them there. So then the Muslims came, oh, there's the deities. Они спрятали эти божества, потому что браманы были очень умные. Они узнали, что если они не найдут божеств мусульман, они не пойдут везде искать. Поэтому они поставили здесь неустановленные божества. Но мусульмане никогда не приходили сюда. И эти Рады и Кришна стояли здесь, и Браман сказал: ну хорошо, Рада и Кришна находятся на этой Санкасале, мы должны установить их изначальные божества, они сзади находятся. И на Радаштаме они приводят изначальное Радхарани и омывают ее, можем получить даршан. Сейчас у нас будет даршан. И потом мы пойдем обратно к автобусу. Как этот храм называется, вы не знаете? Как храм называется? Как храм называется, Анжелочина? Здесь царица Вриндавана. Mathura. Далеко ушел, он царица. Давай сюда ближе, чтобы вот это еще вошло. Вот.